Тема 704. Стильные галоши. В советское время мы очень стеснялись носить галоши. Мы вообще их практически не носили, кроме детей, у которых, собственно, и выбора-то не было. Вспоминаю себя, как мне было стыдно, когда мама отправила меня в детский сад в валенках с галошами. Я жилась к детской веранды, не желая показываться в них на открытом пространстве, в то время как другие дети играли на участке детского сада в цветных войлочных сапожках с резиновой подошвой. А вещь-то на самом деле очень удобная. Лишний раз в этом убеждаемся, когда за окном то и дело льет дождь. Особенно летом. Летом мы ходим в босоножках или легких туфлях. А тут дождь. Не надевать же резиновые сапоги. И босоножки, туфли, жалко, шлепать в них по лужам, значит, скоро с этой обувью расстаться, расклеится все. И вот, наблюдая это, производители обуви начали вновь внедрять в нашу жизнь галоши. Я нашла на нашем рынке два их вида. Один, которые надеваются поверх обуви, как в старые добрые времена, но гораздо симпатичнее. Такими симпатичными их делают в основном иностранные компании, на картинке выше, продукция норвежской компании Sims, потому и цена у них высокая. Они стоят от 3000 до 4900 рублей. Смотрите на сайте sims.ru. Есть галоши даже для женских туфель на высоком каблуке. Есть у нас российская компания, которая взялась делать подобные галоши, Миргалош, mirgalosh.ru. Как ее основатель создавал свой бизнес, можете почитать на странице tхигуйон-виуляги.ру /виуляги/бусинис. Галоши, но мне они, честно сказать, не очень нравятся. Рядом с норвежскими они явно проигрывают в стильности, хотя по цене в 2-3 раза дешевле. Но я такие и за 1000 рублей не куплю, что-то в их внешнем виде меня отталкивает. 2. Наши производители делают также галоши как отдельную обувь, в интернет-магазинах, не во всех, ее называют садовыми галошами. Они бывают от самых страшных до более-менее симпатичных. Но я бы такие все равно не надела. Это, как мы говорили в детстве, носить трусы в горошек, смешно и нелепо. Уж больно расцветка несерьезная, как будто нам предлагают носить на ногах фарфоровый сервиз. Для пенсионеров, работающих на даче, может быть, и ничего. Но для полного сил человека, который просто собрался в дождливый день в магазин или на работу, такие галоши не пойдут. Почему бы не сделать более современный узор, подходящий для остальной одежды, например под джинс? В принципе, они выглядят намного лучше своих собратьев, благодаря расцветке. На самом деле сами галоши прозрачные, из ПВХ, а цвет им придает тканевая подкладка. Именно эту картинку мне прислал один читатель, сообщив, что он с удовольствием такие галоши купил, если бы они были на его, мужской, размер. А данные галоши продаются только в двух размерах, 36 и 40, промежуточных нет. Как неудивительно. Удивительно то, что я за несколько дней так и не смогла узнать их производителя. В некоторых интернет-магазинах, как российских, так и белорусских, указывается просто, что они произведены в России, а имя производителя не сообщают. На все мои просьбы сообщить, кто же их производитель, админы интернет-магазинов молчат, как партизаны. Я так думаю, их делает какое-нибудь мелкое предприятие, которому мощности пока не позволяют развернуть производство на все размеры. Но спрос на стильные галоши есть, вот уже 2 человека, мой читатель и я, их ищут. Это доказывает в том числе растущий тренд от Гоогли. И это, кстати, доказывает статистика интернет-магазина p.ru, с недавних пор он начал показывать количество продаж. Вот эти галоши, черные,
От астраханской фабрики Дюна купили 1425 раз, не сказать, что они такие уж и стильные, но симпатичные. Примерно столько же раз купили аналогичные синие галоши. И не потому, что они дешевые, 380-499 рублей за пару, а немножко и стильные, все-таки они неплохо будут на ноге смотреться. И цвет у них достаточно скромный, не какой-то расписной фарфоровый мотив или оранжевое безумие. Потому что если вы посмотрите другие расцветки таких же галош от фабрики Дюна, увидите, что их продажа в несколько раз ниже. О производстве галош как бизнесе. Как утверждает создатель мира галош, он потратил на создание и производство $300 он делает свои галоши в Китае. Маркетинг. Но есть и другой путь. Более медленный и менее рисковый. Например, кто-то же делает прозрачные галоши из ПВХ с вложенным цветным вкладышем под джинс. А может, он просто закупает в Китае готовые прозрачные галоши, а здесь уже делает цветные вкладыши и просто их вставляет в галоши. Либо он шлифует два ходовых размера на одном единственном станке у себя в гараже, ну, и что? Это тоже бизнес, пусть не такой масштабный. Кстати, в интернете я встречала объявления о покупке пресс-форм для литья галош, тоже какие-нибудь мелкие предприниматели решили заняться подобным мелким бизнесом. Кроме того, на ярмарке мастеров я нашла одну рукодельницу, которая сама делает галоши для валенок. Мне, кстати, прозрачные галоши больше импонируют, они не меняют цвет родной обуви, не шокируют окружающих, все своим видом объясняя. То есть подобные изделия можно делать не только на станке в гараже, но и дома, в своей спальне или гостиной. Если вспомнить, что для рукодельников сейчас есть все материалы и технологии для изготовления молдов, молды – это такие силиконовые формы для заливки в них заготовок для будущих изделий, мыла, украшений или прочих фигур, то значит, по ним и галоши можно делать, просто они будут чуть большего размера. Ведь галоши – это практически те же самые молды. Только не для залития в них мыльного раствора, или мягкой пластики, а для того, чтобы вставить в них свою ногу в босоножке или туфли. Резюме. Галоши нам нужны. Но нужны их стильные разновидности. Посмотрите в своем городе, найдете ли вы их в своих обувных магазинах, я в своих не нашла. Если в ваших городских магазинах стильных галош нет, вы можете 1. Создать свое домашнее или гаражное производство. 2. Открыть обувную фабрику по их производству. Модные, стильные галоши хороши тем, что их можно продавать в любом обувном магазине, а не только в магазинах «Сад и огород». А обувных магазинов в каждом городе очень много. Подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.